Приветствую! С вами Якимов Игорь. Сегодня продолжаем тему выбора счетчика. Мы разберем разницу между однотарифными счетчиками и многотарифными, а также решим, как платить за электроэнергию меньше, используя ее в тех же объемах. В видео «Как выбрать счетчик» мы разбирали одно-, двух-, трехтарифные счетчики. Мы касались общих параметров счетчиков. В этом видео мы разберем систему тарификации счетчиков более подробно. Для примера привожу тарифы на электричество в Крыму. Как вы видите, тарифы для однотарифного счетчика и двухтарифного днем одинаковые. Зато ночью цены на электроэнергию для двухтарифного счетчика дешевле. То есть, покупая двухтарифный счетчик, однозначно экономите. Для трехтарифного счетчика часы пик электроэнергия дороже, чем по однотарифной системе, а ночью даже дешевле, чем для двухтарифной системы. А в остальное время тариф такой же, как для однотарифного счетчика. То есть, если ставите трехтарифный счетчик, часы пик вам не стоит включать мощные электроприборы, а максимум мощные электроприборы следует включать ночью. Для сравнения привожу тарифы на электричество в Москве. Тут ситуация другая. Смена однотарифного счетчика на двухтарифный не приводит однозначно к экономии, потому что днем тарифы на электричество дороже, чем для однотарифного счетчика, а ночью гораздо дешевле. То есть, если вы будете максимум использовать электроэнергию днем, то вы будете платить дороже. Но тут интересна трехтарифная система оплаты. Часы пик тут дороже электроэнергия, а ночью дешевле, а в остальное время такая же, как для однотарифного счетчика. Если вы в часы пик не будете включать мощные электроприборы, а по максимуму мощные электроприборы будете включать ночью, то однозначно будете экономить. У вас, наверное, возник вопрос, что такое пиковая зона и что такое ночная зона. Для примера я привожу тарификацию по часам в Крыму и Москве. Для двухтарифного счетчика дневная зона это с 7 утра до 23 вечера, а ночная зона с 23 вечера до 7 утра. При учете по трем зонам учитывается пиковая зона, полупиковая зона и ночная зона. Ночная зона, так же как для двухтарифного счетчика, с 23 вечера до 7 утра. Но тут существует еще пиковая зона. Это утром с 7 до 10 утра и вечером с 17 до 21 вечера. Именно в пиковые зоны не рекомендуется включать мощные электроприборы. Очень много зависит при выборе счетчика от того, какой вы образ жизни ведете. Ночной образ жизни или дневной образ жизни. Если вы ведете дневной образ жизни, то вполне возможно для вас подойдет и однотарифный счетчик. А если вы ведете ночной образ жизни, то лучше выбирать многотарифный счетчик, так как ночью электроэнергия дешевле. Если вы выбрали все-таки многотарифную тарификацию, то разберемся, какие электроприборы потребляют максимальную энергию. Много таких приборов используется при приготовлении пищи. Это варочная панель, духовой шкаф, микроволновка, электрический чайник, скороварка и другие электроприборы. Вряд ли вы будете готовить пищу себе ночью. Но если вы используете трехтарифную тарификацию, по возможности не делайте это в час пик. Следующим основным потребителем электроэнергии являются такие электрические приборы, как котел,
теплые полы, нагреватели, бойлеры. По возможности используйте эти приборы именно ночью. Для этого используйте специальные таймеры, которые могут быть как встроенные в эти электроприборы, так можете использовать внешние. Следующим потребителем электроэнергии является стирка и уборка. Это стиральная машина, посудомоечная машина, система кондиционирования, уборка пылесосом. Но при этом учтите, все эти электроприборы создают повышенный шум, и поэтому не рекомендуется их использовать ночью в многоквартирных домах. Но если у вас частный дом, то стиральную машинку и посудомойку вы можете включить ночью. Для этого можно использовать специальный таймер, который встроен в эти приборы. Систему кондиционирования можно настроить так, что она будет основную работу выполнять ночью, а днем будет работать только в поддерживающем режиме. Уборку пылесосом вы вряд ли будете делать ночью, но не делайте в час пик, если вы используете трехтарифную систему тарификации. Если хотите экономить, считайте деньги. Не поленитесь прикинуть, как вы пользуетесь электроэнергией сейчас и на что можете пойти, чтобы сэкономить электроэнергию. Часто это связано со сменой привычек. В любом случае выбор должен быть здравый и подходящий конкретно под ваш случай. Я надеюсь, что вы определились с тарификацией счетчика. Если нет, пересмотрите это видео. Чтобы не пропустить новые видео на моем канале, подпишитесь и нажмите колокольчик. Ставьте лайк, если информация для вас была полезна. Жду ваших вопросов в комментариях. Также делитесь своим опытом по использованию счетчиков. До встречи в новых видео.